Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Сегодня будет интересна у нас такая тема, его реакция на ваше молчание. Итак, попрошу вас расслабиться, представить вашего мужчину. Так, давайте посмотрим. Также хочу вам сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду все загружать, все более и более интересные видео. Также делаю личные расклады. Я свои координаты, как можно связаться со мной, оставлю в описании к видео. Итак, начнем. Итак, какой же мужчина к нам пришел? Ну, мужчина вообще, он сам по себе мужчина парный. Возможно, на данный период времени он пребывает в каких-то отношениях. У него есть пара. Либо вы состоите с ним в отношениях. Да? Мы сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, конечно, у вас с этим мужчиной уже отношения закончились. Потому что мужчина незрелый, любит очень денежки, да. Ну, вообще, если касательно, конечно, расположения к вам посмотрим, то, конечно, мужчина очень нуждается в вас. Понимаете, вы от него закрылись, он от вас закрыт. При этом мужчина, возможно, сейчас может чему-то новому обучаться, ищет способы, где можно заработать. Ну, конечно, этот мужчина вас любит, хочет, может, с вами помириться, но вы от него закрыты. Возможно, он за вами следит, да, вы на расстоянии. Ну, конечно, мужчина из прошлого. Из прошлого, скучает, все вспоминает вас. Он никак не может отпустить это прошлое. Помимо этого, вы для него сейчас на данный период времени как звезда. На расстоянии, красивая, холодная. И, конечно, вы его мечта. Возможно, то, что здесь блокировка с обоих сторон. Такое тоже возможно. Ну, то, что вы любились друг друга, это здесь однозначно, конечно. Вообще мужчина такой вот парный. Он не может быть одиночкой. Вот ему постоянно кто-то рядом нужен. Ну, и еще я вам скажу, конечно, вы для него, как вот весь мир, вселенная. Понимаете? Возможно, он хочет как-то с вами связаться. Может что-то предложить. Но он еще мужчина такой незрелый, конечно. Незрелый. Ему еще, ну, что-то он сейчас изучает. А давайте посмотрим, что произошло у вас в отношениях, что вы ушли в молчанку. Почему? Что произошло в ваших отношениях? Ну, почему вы ушли в молчанку? Ну, конечно, вы сама по себе такая женщина, да, возможно, вы водного знака зодиака. Это рыбы, рак, скорпион. Но к этому не привязываюсь. Возможно, вы такая сама по себе очень добродушная, женственная, мягкая, понимающая сама по себе. Почему у вас-то это произошло? Возможно, в ваши отношения вмешалась другая женщина, понимаете? И у мужчины появился к ней сексуальный интерес. И еще возможно то, что вы этого мужчину, почему, да, у вас что произошло в отношениях? Конечно, вы сама по себе, вот, несмотря на то, что вы женщина такая мягкая, помимо этого вы очень сильная. Может быть, вы хотели, он думает о том, что вы хотели его прогнуть под себя, давили на него, понимаете? И тут подвернулся какой-то ему случай такой, подвернулась, может, другая женщина. Но чисто такой вот сексуальный импульс. Такое тоже возможно. Давайте еще посмотрим, что же произошло у вас в отношениях, что вам пришлось его игнорировать. Ну, произошел, возможно, конфликт был. Был конфликт, конечно. Вы соперничали друг перед другом, понимаете, между собой. Либо вы ушли из этих отношений, либо он ушел, либо, возможно, даже вы его отправили. И это как у вас был кармический урок, понимаете? Для чего? Чтобы вы духовно росли.
Ну, тут высшие силы уже посмотрели на эту ситуацию, да, и сказали, все, хватит уже. А, Возможно, такое то, что этот мужчина, понимаете, проявлял к вам агрессию, конфликты были, постоянные стычки, чем-то он был недоволен, всего было мало ему, вашего внимания. Хотя бы, я вам скажу, женщина такая здесь, вы его, может, перекормили, зажрался молодой человек. Да. Ну, конечно, он вас здесь убил. Возможно, то, что был либо его уход, либо ваш, произошло это все неожиданно. Из-за чего? Из-за того, что он гулящий. Он сделал выбор в другую сторону. Понимаете? И при этом поступил с вами очень жестко, рационально, без эмоций, независимо, кто вы там, жена, любовница, подруга. Поступил с вами очень жестоко, хладнокровно на тот период времени. Почему вы сейчас от него закрылись, да? Он сам по себе очень такой принципиальный. У мужчины такой характер, он, возможно, очень жесткий, при этом харизматичный. Возможно, то, что моложе вас, либо, может, ровесник, может, даже старше вас. Но его точка зрения превыше всего. И причем этот удар был для вас неожиданный. Он ваши убил чувства, эмоции, любовь, растоптал вас. Ну, извините, сравнял с землей, да, буду говорить так. Все это было связано с выбором, конечно. И он, подумав тогда, когда с вами так поступил, у него не было ни муки совести, ничего. Он считал то, что он поступил, сделал выбор правильный. Потому что мужчина любит женское внимание, да, то, что это такой вот завоеватель, в себе уверенный. Ну, я вам, конечно, скажу, возможно, да, он красивый мужчина, притягательный, харизматичный. Вот то, что харизматичный, это однозначно. Да, и вот так вот с вами, конечно, растоптал вашу душу. А давайте сейчас посмотрим, вообще он вам что-то испытывает. Как я понимаю, сейчас у вас еще конфликт, может, на расстоянии, может быть, то, что вы сами с собой боретесь, и с ним у вас вот прям борьба идет. Здесь такая, понимаете, кто здесь главный, кто в этих отношениях, все равно. Вот мужчина доказывает одно, а вы другое. Да. Давайте посмотрим, остались ли у него к вам чувства, вообще что-нибудь испытывает. Ну, конечно, я вам скажу, конечно. Мужчина недоволен тем результатом, он разочаровался. Возможно, то, что, ну, ему с вами было однозначно хорошо. Вы его любимая женщина, да. Возможно, это была ваша семья, либо вы вместе проживали, либо просто встречались, да, вот как в детстве, да. Возможно, то, что у вас есть общие дети, такое тоже возможно. Мужчина все время пребывает в прошлом, понимаете, и от того, что он это потерял, конечно, он разочарован. Он был с вами счастлив, независимо от того, супруга вы, любовница, просто дружили там, встречались. Но я так понимаю, то, что его выбор, который он совершил, да, он там разочаровался. Разочаровался, что вас нет рядом. Не на ту, как говорится, лошадку поставил ставку. Извините за сравнение. Но здесь показывает, конечно, очень скучает. Хотел бы вернуться в это прошлое счастливое, но понимает о том, то, что упустил. Скорее всего, возможно, то, что он вас потерял. И да, правда, любит, есть у него чувства, есть. Давайте посмотрим, а что он к вам, так, что он чувствует, мы посмотрели, что он думает о вас, интересно. Но думает сейчас то, что вы по отношению к нему очень жесткая, очень жестко. Помимо этого, понимаете, видит вас неприступной, холодной, которая уже все. Вот вы раньше были любящий, понимающий, да? Он вас растоптал, унизил, все, убил все ваши чувства, надежды, все убил. И тут вы уже превратились в королеву мечей, в холодную, ментально развитую женщину, которая прислушивается уже не к чувствам, а думает головой. Понимаете? И он понимает о том, то, что он поступил с вами, конечно, несправедливо, либо он думает о том, что вы с ним несправедливо поступаете, понимаете? Все равно он же вас любит.
у него к вам есть чувства, он думает о вас. Возможно, у вас есть судебные какие-то с ним дела, возможно, то, что у вас происходит с ним развод. И он видит то, что вы, понимаете, как бы ему не хотелось, все равно он понимает о том, что думает о вас, да, что вы с ним поступили справедливо, вы сделали свой выбор, выбор в честь себя, понимаете? Но то, что вы сейчас уже все, вы стали по отношению к нему очень жесткой, холодной, у вас нет ни эмоций к нему. Возможно, да, какие-то у вас к нему чувства остались, такое тоже возможно, но нет, вы для себя приняли решение, и все, уже от этого решения не отступите. Понимаете? Ну, конечно, он пожалел. Пожалел то, что его выбор, конечно, подвел. Возможно, такое. А давайте посмотрим. Ну да, у вас произошел здесь разрыв. Какую-то вы еще узнали здесь правду. Какая-то вскрылась правда. А давайте посмотрим. А что он думает? Что вы испытываете к нему? Если у вас остались ли к нему чувства? Вот что конкретно он думает? То, что вы его разлюбили, либо еще любите до сих пор его. А вас что он думает? Какие у вас чувства к нему? Ну, он понимает, он думает о том, конечно, вы женщина стабильная, семейного типа такая женщина. Возможно, то, что вы были его семьей, такое возможно. Либо, возможно, что настолько вы были родные ему, да, вот он считал, независимо, даже вы можете быть и любовницей, да, тайной женщины, да, все равно он вас считал за свою, воспринимал вас как свою семью. Помимо этого видит то, что сейчас на данный период времени вы от него затаились, вы что-то скрываете, вы очень, он понимает, он, понимаете, он думает о том, что вы сейчас много чего не договариваете, вы скрываете. Помимо этого он считает вас, то, что вы очень мудрая женщина, очень. И, конечно, вы остались победителем. Независимо от того, распались у вас какие-то отношения, семейные отношения, любовные отношения. Все равно вы остались победителем в этой ситуации. Но, конечно, вы для него, да, помимо этого, видит то, что вы женщина очень ресурсная, очень. Вы такая, знаете, по жизни победитель. Несмотря на то, что в вашей жизни было немало с ним проблем, да, я так понимаю, и конфликты, и борьба, соперничество какое-то. Помимо этого, конечно, для вас, вы должны многое были понять в этих отношениях, да, с этим мужчиной, вынести для себя какой-то урок, понимаете? Вы сейчас закрыты от него. Скорее всего, вы вообще отстранились, и он даже не знает, что вы к нему испытываете, вообще есть ли чувство, либо нет. Но со стороны вы выглядите победителем, что у вас вообще все шикарно. Понимаете? Но он сомневается, то, что у вас к нему есть такие чувства, потому что вы их никак не проявляете. Абсолютно. Но со стороны вы выглядите победителем, что у вас все прекрасно, что он вас не сломал. Понимаете? Если вы, например, если это ваш любовник был, да, я вам скажу, конечно, он видит, он еще все равно фантазирует, да, пребывает в иллюзиях и надеется на том, что, конечно, он о вас мечтает. Мечтает, что-то перебирает, может быть, как-то хочет проявиться, да не знает как, все перебирает. Ну, такой мужчина-мечтатель, я так поняла. А вы уже все, вы опытная женщина, набрались там. Понимаете, то, что для вас, он думал, то, что, наверное, вас своим уходом, да, если даже и вы его, ну вот, ваши отношения, да, как говорится, потерпели фиаско, он думал этим, то, что вам преподаст урок, да, а на самом деле получилось все да наоборот. Сейчас вы в позе победителя, а он, ну, недовольный, понимаете? Извиняюсь, прервалось. Итак, давайте посмотрим. Так, что же мы хотели? Так, его реакция на ваш игнор. Ну, конечно, реакция у него плохая. Возможно, то, что он не спит по ночам до сих пор. До сих пор он мучается. Возможно, то, что видит вас во сне. Такое тоже возможно. Возможно, обдумывает свой вот уход.
все равно, знаете как, он старается, может быть, забыть эту ситуацию, да, вот уйти полностью в работу. Но, я вам скажу, конечно, ваше молчание для него это мука. Мука, мука, мука. И человек все равно страдает, поэтому весь уходит в работу. Понимаете, чтобы отключиться. Но о вас постоянно думает. Не даете вы ему покоя. А еще, как он реагирует на ваше молчание. Ну, вы от него закрыты, отстранились вообще. Понимаете? Он думает, то, что все, вы поставили точку, и все, вы намерены идти только в будущее. Понимаете? Хотя он, возможно, то, что он ушел, да, в другие отношения, но вы от него закрыты. Понимаете? Возможно такое. Но все равно, вроде как, да, мужчина здесь такой вот, да. Да, предал вас, возможно, такое. Но все равно он оглядывается. Вот вроде ушел, да, либо вы его отправили, но он все равно прошлое-то не может никак отпустить. Понимаете? Хочет объявиться, либо написать вам что-то. Ну, конечно, конкретно то, что плохо реагирует, ему приносит, ему приходится, знаете, может быть, вы сейчас друг друга зеркалите, то, что он тоже, вот вы молчите, и он молчит. Помимо этого, возможно, вы хотите как-то с друг другом связаться. Может быть, вы еще и, может быть, мужчина думает, то, что мало времени прошло для того, чтобы с вами связаться. Ну, я так понимаю, то, что здесь такой тип мужчины, который не попросит прощения, потому что мы уже это видели, да? Нет, он поступил принципиально и для себя решил то, что принципиально я не буду просить прощения. Вот ей надо, вот пусть сама. Хотя самому плохо. А что бы он хотел бы вам сейчас сказать? Ну, то, что его эта ситуация убила. До такой степени убила. Хотя он, знаете, он говорит, я-то мужчина такой харизматичный, ты меня очень сексуально привлекаешь. Но я ничего сейчас не делаю в твой адрес, да. Он говорит, я очень хочу к тебе проявиться. Но я так понимаю, то, что либо у тебя все умерло ко мне, ну, то, что отношения все уже закончились. Возможно, то, что он сейчас проходит трансформацию, бездействует в ваш адрес. Причем уже, возможно, давно. Но он очень хочет, понимаете? А еще что сказать карты? Ну, конечно, мужчина пребывает в иллюзиях. После, понимаете, он о вас до сих пор мечтает. Он не знает, что делать, потому что вся карта, вся правда вскрылась, был резкий разрыв. Ну и мужчина ушел в отшельничество. Ну, сам по себе он сейчас на данный период времени, возможно, что-то он изучает, думает, почему так поступил, все. Но он одинокий, даже независимо от того, с той женщиной он до сих пор, либо нет, в каких-то он там пребывает отношениях, да. Нет, он после вас все, он закрылся внутри, закрыт, холодный. Возможно, то, что у вас уже давно нет общения. Если даже и есть общение, то мужчина все, он к себе больше никого не подпускает. Понимаете? Но, конечно, он перебирает, возможно, то, что как бы к вам подступиться поближе. Хорошо, а проявится ли он? Ой. Ну, возможно, знаете как, по дурачку. Хотя, возможно, либо этот мужчина женат, либо ваш супруг. Он на вас еще злится. Знаете, как злится. А почему злится? Потому что сам инфантильный, понимаете? Он, наверное, какой-то свой шанс упустил в вашу сторону, вовремя не проявился, поступил с вами безответственно. Он вообще сам по себе какой-то неадекватный, резкий. Но сейчас на данный период времени, возможно, он уже на ком-то женился, как чей-то супруг стал. Ну и помимо этого, конечно, вы его дьявол. Вы его дьявол. У вас, конечно, очень сильная привязка друг к другу. Вы никак не можете оторваться друг от друга. Понимаете? Помимо этого, в ваших отношениях была и ложь, обман, страсть, причем друг к другу. Вы повязаны, этот ваш мужчина, кармический партнер, как я поняла, да, сколько бы времени не прошло, все равно у вас есть притяжение друг к другу. Ну, соответственно, возможно, этот мужчина употребляет наркотики, выпивает,
что-то вот с вами прекратил, например, да, вы его отправили, либо он вас бросил, да, ну и пошел в пляс. Ну, такой вот мужчина интересный. Ну и, конечно, вы его дьявол. Слишком вы для него манкая. При этом то, что вы от него отстранились, не даете о себе никакой информации, да, не реагируете на него, молчите, и это еще его сильнее сводит с ума. Понимаете? Помимо этого, он еще, вы друг другу здесь не уступаете, отстаиваете свои границы, понимаете? И этим же, чем дальше вы от него, тем еще сильнее он хочет вас завоевать. Хотя я так понимаю, то, что он в ваш адрес вообще ничего не делает. Если даже и проявляется, то очень агрессивно. Агрессивно ваш адрес настроен. Ну почему? Потому что вас потерял. Я так понимаю. Хорошо, совет вам от карт. Хватит уже сомневаться. Возможно, то, что... Знаете, как вам говорят касательно этого мужчины, да? Но мужчина здесь, возможно, то, что он любитель создавать треугольнички, да? Мужчина незрелый, мужчина несостоятельный. Он все время вот как маленький мальчик, заигрался он. Вот вам совет какой? То, что ну хватит вам играть в эти игры. Понимаете? Возможно то, что... И тут свеча потухла у меня. Возможно то, что слишком вы на нем зациклены. Понимаете? Он несерьезный. Несерьезный мужчина. Вам говорят уже все, если выбор сделали, да? Но мужчина здесь игрок, конечно, игрок. Он и сексуальный, и постоянный, непостоянный. Такой вот, знаете, ловелас. Какой еще совет вам дадут? Вам что делать в этой ситуации, интересно? А вам двигаться дальше, в будущее. С ним у вас, знаете, как болото. И вам говорят то, что вы истинная императрица, вообще вы красивая, самодостаточная женщина, у которой есть все. И вам говорят то, что иди в прорыв, прорывайся, то, что тебя ждет успех. Вообще вы сама по себе очень успешная женщина. Понимаете, у вас есть все качества. Только для этого немножко потребуется времени, да? И вообще, то, что хорош уже зависать с этим мужчиной. Он вам не ровня. А вас ждет какой-то прорыв, успех какой-то. Понимаете? И вы все равно сама по себе вот придете к себе в стадию императрицы. Вообще истинная, красивая, независимая, уверенная в себе, мать семейства, главная женщина. Вам говорят, вот выбрала, вот иди. Только немножко понадобится времени, и все, успех у ваших ног. А я бы хотела поблагодарить всех, кто зашел на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Кому нужна будет консультация личная, да, пожалуйста, обращайтесь. И я вам скажу еще, там вот, когда собирала карты, да, срезки увидела 7 мечей. Мужчина-то очень хитрый. И, конечно, я бы вам пожелала бы отпустить его, начать свою личную жизнь, потому что вы, конечно, очень хорошая, классная женщина, очень красивая. Чего я вам и желаю. Подписывайтесь на канал Империя Таро. Всем хорошего дня, любви, счастья, гармонии и душевного покоя.